Доброго времени суток, уважаемый вьювер, и следующее видео, которое отправится в плейлист по Linux, будет посвящено моему любимому на данный момент тайлинговому Windows менеджеру BSP-VM. Ну, так его называют в нашем комьюнити русскоговорящем, да, ну, правильно его называть BSP-WM. Это VM, который мне нравится в первую очередь за его функционал, потому что у него есть уникальные фичи, которые, по крайней мере, я не наблюдал в предыдущих VM, которые я использовал до этого, ну типа i3 и DVM. У него есть возможность ставить метки на тайлы, делать преселекты, то есть по преселектам открывать тайлы, перемещать тайлы, которые помечены метками. В общем, очень интересные фишки, которые я не наблюдал на других VM. Но это все детали, это мы разберем потом. Здесь же я хочу сосредоточиться просто на базовой установке и настройке конфигурации, для того, чтобы вы просто могли запустить VM как бы базово. Что ж, давайте начнем с того, что я открою подготовленную уже виртуальную среду, в которой у меня установлен Arch. И первое, что нам необходимо сделать, это установить программы, необходимые для работы VM, не только BSP VM, а вообще любого, в принципе, VM и любой DE. Это, естественно, Xorg, Xorg сервер и Xorg Xenit. Устанавливаем сначала данные пакеты, соглашаемся на всякое. И теперь мы можем установить уже непосредственно BSP-VM, но еще нам потребуется помимо него дополнительный пакет, который называется SXH-KD. Данный пакет используется для мапа, то есть биндинга клавиш, с помощью которых мы будем управлять, ну, комбинацией клавиш, которыми мы будем управлять нашим BSP-VM. Дело в том, что сам по себе BSP-VM это Sackless Soft, так называемый. Если вы не слышали, существует такое комьюнити Sackless, которое делает, так скажем, одноименные программки, софт, да, и философия этого комьюнити является то, что каждая программа, она должна быть легковесна и выполнять только те задачи, которые возлагаются на нее, то есть конкретный какой-то узкий набор задач. Мне на самом деле импонирует эта философия, мне нравится, когда софт работает быстро, когда он не занимает много памяти, это, мне кажется, всегда положительный момент, я предпочитаю такой подход. Так вот, поэтому нам требуется дополнительный пакет для BSP-VM, чтобы замапить наши клавиши. Устанавливаем два пакета, конечно, соглашаемся. И далее нам необходимо создать директорию в нашей домашней директории, да, в home, которая будет называться .config, именно с точкой. Да. Создаем с помощью команды mkdir config, заходим в него. И теперь создаем еще здесь дополнительно две директории, которые будут называться BSP-VM и, соответственно, SXH-KD по названиям этих самых двух, ну, собственно, нашего VM и дополнительного пакета для биндов. Вот. Теперь нам необходимо пройти по пути KD user, share, doc, BSP, VM и examples, примеры. Здесь, нажав ls в этой директории, пройдя в нее, да, мы увидим, что здесь есть файлы конфигурации, которые оканчиваются на rc. Это BSP-VM rc и SXH-KD rc. Для начала мы скопируем BSP-VM rc в только что нами созданную папку внутри директории, ну, внутри директории config с одноименным названием, естественно, и скопируем аналогичный файл только для SXH-KD. И тут важный момент, что первый файл конфигурации для BSP-VM уже является исполняемым. Я это вижу по признаку того, что он зеленым цветом подсвечен. Ну, давайте в этом убедимся, да, простенько, потому что мало ли какой у вас там терминал, как он настроен, какие цветовые конфигурации. Введем такую команду и увидим, что да, действительно RRR, то есть, да, виноват, XXX, да, вот BSP-VM rc, то есть XXX, везде есть права на исполнение. А в свою очередь у SXH-KD, его файла конфигурации, прав на исполнение нет. Поэтому теперь мы должны перейти в нашу папку, в которую мы только что, точнее, именно в папку с SXH-KD, которую только что копировали, файл конфигурации, но у него нету прав на исполнение.
Видите, да, то есть серенький, можно еще раз уточнить это, введя ту же самую команду ls-l. Вот. И дадим ему права с помощью команды chmod. Chmod плюс x, и в качестве аргумента отдаем наш файл. Еще раз введем ls-l и видим, что да, теперь файл стал доступен на исполнение. Также, ребят, у вас может сложиться такая ситуация немножечко нестандартная, то есть в отличие от той, которую я вам показывал только что. То есть вместо того, чтобы у вас лежали обычные файлы с названием BSP VMRC, соответственно SXHKDRC, у вас могут быть вот такие замечательные файлики с расширением BZ2. Это говорит о том, что они находятся в архиве вот с таким интересным расширением, и все, что вам нужно сделать, это просто скачать специальный пакет с названием bzip2. Он есть, наверное, практически на любом дистрибутиве Linux, то есть не проблема, берете ваш Pacman, apt там, или что у вас из пакетного менеджера есть, вводите ему стандартную команду установки пакета, это имя, и скорее всего он у вас установит этот пакет. Далее ищите команду, ну я вам подскажу ее, естественно, вводите такую команду bunzip2. И в качестве аргумента, естественно, передаете файл конфигурации, ну, пускай это будет, я не знаю, неважно, BSPVM, да. Нажимаете Enter, видите, permission denied, вводите sudo тогда. И, как вы видите, все, мы развернули из архива файл, архив пропал, вместо него у нас уже чистенький файл без расширения, то есть BSP-VM-RC. Все, ребята, это такая, может быть, просто нештатная ситуация. Насколько я знаю, точно не скажу, но это вроде бы зависит от конкретного пакета на конкретном дистрибутиве. То есть, как там, если лежит в архиве, берете, устанавливаете пакет одной командой и разархивируете, все просто. Нет, еще проще, то есть, делайте то, что я вам показывал до этого. Вот и все, ничего сложного. Откроем с помощью редактора кода этот файл. И смотрите, тут такой нюанс, что в принципе это дефолтные файл конфигурации с биндами. Здесь в принципе все достаточно нормально. Я в частности пользуюсь дефолтным конфигом. Все достаточно удобно. Единственное, что бы я посоветовал вам поставить, сразу изменить комбинацию для терминала. Ну не саму комбинацию, а имеется в виду терминал, который вы используете. То есть, например, если вы используете Alacrity, как я, то пропишите сюда имя терминала Alacrity. И еще для того, чтобы продемонстрировать вам работу VM, я нарочито поменяю здесь клавишу Super, которая по дефолту является WinKey, да, я ее поменяю на Alt, потому что если я оставлю Super, то я не смогу просто вам продемонстрировать работу BSPVM под виртуальной машиной, так как моя реальная среда будет превалировать, и у меня откроется просто мой терминал при нажатии данной комбинации. Что ж, у нас все в принципе готово. Теперь можно попробовать запустить с помощью команды startx нашу оконную систему x11, которая в свою очередь прочитает файл конфигурации, который я не настроил. Далее нам необходимо создать файл конфигурации в нашем домашнем каталоге, в нашей домашней директории. Для этого введем команду touch и создадим такой файл .xinit rc. Открываем вашим любимым редактором этот файл. Видим, что тут уже все прописано. Блять, я сейчас плакать буду просто. Далее нам необходимо создать файл конфигурации для оконной системы, да, X-Windows System. Для этого перейдем в домашнюю директорию и в ней создадим с помощью команды touch файлик с именем .xinit rc. Открываем вашим любимым редактором, ну, в данном случае я воспользуюсь Vim, хоть он не мой любимый, но тем не менее. И напишем следующие две коротенькие строчки. Сначала sxhkd амперсант и на следующей строчке exec bspwm. Сохраняем файл конфига. Выходим, и нам осталось всего лишь ввести команду startx, которая запустит нашу оконную систему. Она, в свою очередь, прочитает файл конфигурации, который мы только что заполнили, и, собственно, выполнит наш sxhkd с клавишами и запустит наш VM. Ну, я надеюсь, что это произойдет. Нажимаем команду, загружаем и пробуем ввести комбинацию Alt-Enter, которую я перемапил ввиду вышеупомянутых причин.
Нажимаю и, да, вижу, что с небольшой задержкой, так что, ну, так как у меня VM, но, тем не менее, открываются терминалы, как видите, все работает, BSP VM работает, можно даже в них что-то написать, то есть все нормально. Все, ребят, в принципе, на этом все. Это базовая настройка, ну как настройка, можно сказать, просто установка и подсовывание дефолтных конфигов в нужные им места и запуск великолепного тайлингового Window менеджера BSP-VM. Пользуйтесь на здоровье. Самое главное, знаете, дам небольшую такую рекомендацию. Дайте себе немножко времени привыкнуть к нему. То есть не сгорайте. Я понимаю, что, скорее всего, многие люди, которые привыкли к дефолтному окружению, при переходе на VM испытают легкий, знаете, такой дискомфорт изначальный, потому что просто среда непривычная. Но если вы потратите буквально неделю-две, дадите себе возможность к нему привыкнуть, запомните комбинации стандартные, хотя бы как перемещать тайлы и фокусироваться на них, и, ну, плюс там преселект хотя бы делать, это уже, да и даже преселект не обязательно, вышеупомянутых хватит, это уже даст вам возможность почувствовать весь кайф от использования тайлов. Поверьте, вы потом не захотите отказываться и переходить обратно на DE-шку. Что ж, все, ребят, всем спасибо. Если вам понравился контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати, да, я еще, если что, стример, я не помню, сказал я или нет, потому что с этим видео вообще, честно говоря, было много проблем. Я его записываю с дубля, наверное, 5-го, потому что, или даже больше, потому что разработчики почему-то, по какой-то причине решили переместить файлы конфигурации. Я очень долго из-за этого тупил, не замечал, где он находится. Ладно, это все лирика. Короче, если что, оставляю ссылочку в описании под этим видео на свой канал на Твиче. Заходите, если интересно посмотреть, что я там делаю. А так, всем спасибо, давайте, удачи вам. Пользуйтесь VM-ами. VM круче, чем DE-хи. Просто попробуйте, честно. Все, давайте, спасибо, пока.